Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. В определенном смысле прародитель Fortnite PlayerUnknown's Battlegrounds или PUBG готовится к своему скорейшему перерождению и, возможно, даже переосмыслению. Компания Krafton опубликовала план развития игры, в котором пророчат радикальные изменения. В первую очередь игра перелезет на Unreal Engine 5. Это потянет за собой не только улучшение графики, но и возможность дополнять игру большим количеством пользовательского контента, который окажется частью, цитата, экосистемы творчества. Далее обещаны обновления, которые призваны добавить в проект какие-то необычные новые особенности вроде сезонов, кроссоверов и режимов, но при этом сохраняя базовые механики в целостности. Авторы говорят о совместных ивентах с брендами машин и уникальными франшизами, а также о прокачиваемых скинах для оружия. Наконец, самое интересное, в PUBG появится разрушаемость и терраморфинг. Можно будет не только рушить укрепления, за которыми прячутся враги, но и, например, вырыть яму посреди обстреливаемого поля. Это нововведение дадут опробовать уже в апреле. Ну и всяких более мелких штук, вроде переработки матчмейкинга, рейтинговой игры и, например, переносимых зиплайнов в планах разработчиков тоже хватает. Более полную сводку из опубликованной дорожной карты ищите по ссылке из описания, ну а как новоявленному фанату Fortnite кажется, что кому-то не дает покоя чужая слава. И это очень хорошо, конкуренция не даст другим бронзоветь. Едва механизированная Helldivers 2 тоже не останавливается в росте и развитии. Иногда улучшения игры сваливаются на разработчиков прямо из предъяв игроков. Один пользователь рассказал о грустном опыте игры, когда за использование стратегем или оружия, которые не нравились хосту, его кикали из матча. Понятная, но грустная ситуация. Глава студии Arrowhead Йохан Пайлстед не обошел этот пост стороной и предложил пользователям применить стратегию «Разум Улья», чтобы всем скопом придумать решение этой проблемы. И пользователи взяли, да и накидали идеи для решения. Среди прочего предложенного были такие варианты, как функция блокировки пользователя, которая вас выгнал из матчмейкинга, настройка предпочтительного стиля игры, чтобы все могли выбрать между хардкором и казуальной игрой, наказывать тех, кто злоупотребляет киками с серверов, добавить не единоличное, а командное голосование за выпинывание из сервера или и вовсе разрешать кик только при определенных условиях, например, если игрок убил какое-то конкретное число союзников подряд. Пайлстед поблагодарил сообщество за варианты и сказал, что его команда изучит их внимательнее. Конкретно вариант с голосованием он назвал самым простым, но не идеальным решением. Дескать, всегда есть более удачные варианты. Посмотрим, как реализуется путь от слов к делу, от «мы вас услышали» до «исправили» и все благодаря вам. Не Инди 2023 Dave the Diver получила небольшой патч с пачечкой приятных исправлений и целым официальным переводом на русский язык. Так что, если боялись погружаться из незнания языка или не хотели обращаться к фанатскому переводу, более не устрашитесь же. Пока игра доступна только на ПК и Nintendo Switch, в апреле доберется до PlayStation, а в мае туда пришагает кроссовер с Большой Годзиллой. Роковая луна, глава дома очага, четвертая из предвестников Фатуи, Арлекино, готовится к вступлению в ростер играбельных персонажей Genshin Impact. Случится это через один патч от текущего версии 4.6. Каким оружием она будет владеть, какую роль будет выполнять в отряде, разработчики не говорят. Однако заядлые игроки уже встречали ее в сюжете, и тогда на ее спине был расположен артефакт со стихией Пиро, то бишь пользоваться она будет магией огня. Что же до ближайшего обновления 4.5, оно прилетит в игру уже завтра. А давеча вот стало известно наполнение баннеров первой половины обновления. Появятся 5-звездочные Теори и Аратаки Ито, 5-звездочное же оружие, одноручный меч Ураку Мисугири и двуручник Краснорогий Камнеруб, а также новый тип баннера Молитва Хроник. Еще больше информации об обновлении также можете прочесть на нашем сайте, ссылку приложу. А уже 14 марта, то есть послезавтра, большое обновление накатится на PvP-шутер The Finals. Стартует второй сезон. По сюжету игры в кровавое телешоу вмешается хакерская группировка CNS, и этими хакерами можно будет стать и игрокам. Каждому типу бойцов прибавится по хакерской приблуде. Например, для тяжеловесов появится антигравитационный куб, который поднимает в воздух объекты и игроков вокруг себя. Для легких персонажей — врата. 2 портала, которыми могут пользоваться все желающие. Стрелять через порталы нельзя, равно как и смотреть, что же находится по ту сторону. А вот для средних будет сразу 2 гаджета: дематериализатор и преобразователь данных. Один временно стирает стены, потолки и слизь, чтобы пройти и вернуть на место. Другой преобразователь меняет вражеские устройства на случайные предметы. Мину может подменить табуреткой, а турель — столом. Также в игре появится новая карта, старые претерпят некоторые изменения, добавят новых пушек, режим на 5 человек, а также во втором сезоне будет несколько ограниченных по времени игровых режимов. Олдскульный слэшер Wanted Dead от бывших авторов серии Ninja Gaiden и Dead or Alive вышла тихо и оказалась не очень высоко оцененной. Как вспоминают создатели игры, тогда же вышли Hogwarts Legacy и Atomic Heart, которые затмили и похоронили проект.
Не спасла его и исполнительница главной роли Стефани Юстон, также сыгравшая Молчунью в Metal Gear Solid 5. Те же, кто де-факто играл в Wanted Dead, цитата, либо полюбили ее, либо возненавидели. Как говорит руководитель издательства 110 Industries, который занимается проектом Руслан Ахмеров, равнодушных к игре мало. И это неплохо. Он считает, что со временем игра еще может дойти до статуса настоящей культовой классики. Но история Wanted Dead еще не закончена, и она еще не достигла своего полного потенциала, и поэтому разработчики и сейчас продолжают улучшать ее. Цитата. «Я понимаю, что быстрые победы большая редкость в этой индустрии, так что мы идем по долгосрочному пути, развивая мир Wanted Dead. У нас есть ряд очень важных анонсов, намеченных на 2024 год». Конец цитаты. Multiversus. Внезапно забумивший и также внезапно убежавший на доработку, файтинг в духе Mario Smash, но с персонажами Warner Bros. Тоже вновь подает признаки жизни. 28 мая игра снова станет доступной. К полноценному релизу разработчики расстарались и в первую же очередь перетащили проект на новый движок, тоже Unreal Engine 5. Со слов авторов, вместе с этим был полностью переписан сетевой код игры, и оба этих фактора повысили производительность игры на всех платформах и заодно приподняли качество визуальной составляющей. Обновленная Multiversus также будет щеголять свежим набором культовых персонажей и локаций, новыми приемчиками и механиками, а также полновесным PvE режимом с уникальными наградами. Сразу на релизе игра появится и на ПК, и на консолях Xbox и Sony с поддержкой кроссплея и кросс-прогресса. Ну и напоследок долгожданная ПК-версия Final Fantasy XVI, как говорят ее создатели, уже находится на финишной прямой перед релизом. Точную дату называть пока не хотят, но цитата продюсера игры Наоки Йосиды: «Это случится в недалеком будущем, не через год, не через два». Конец цитаты. На текущий момент неразрешенным остается вопрос финальной оптимизации игры. Однако уже сейчас Йосида предупреждает, что системные требования скорее всего будут достаточно высокими. А еще он обмолвился, что для тестирования компьютера на производительность выпустят отдельную демо-версию игры. Будут ли DLC Echoes of the Fallen и Rising Tide включены в релиз, Йосида умалчивает. Ну да, поживем, увидим. Еще больше новостей читайте на нашем сайте stopgame.ru, а рядышком там же вы найдете и наши видосики, статьи, записи стримов, нарезки самых смешных моментов из этих стримов и огромное многообразие другого годного контента от нашего творческого коллектива. А вам доброго дня!